Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июль 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», там я рассказала, как сложится ваше лето в июне, в июле и в августе. Поэтому, кто еще не видел, в конце ролика прикреплю видео, обязательно посмотрите, для того, чтобы спланировать свое лето, быть готовым к сложным моментам и быть готовым к возможностям для того, чтобы ничего не упустить и направить все в продуктивное русло своей жизни. Итак, дорогие, поехали! Июль 2024. Какие у вас планы, дела, грандиозные проекты? И здесь, конечно же, ребята, я вам скажу, что июль будет для вас месяцем не самым простым, но и не самым таким сложным. Почему? Потому что на небе все-таки даже у нас развернуться в конце июня у нас разворачивается Сатурн, но при этом он будет делать такой классный трин к вашему транзитному Солнцу. Это те раки, кто родился во второй декаде. И в начале июля, 3 июля, у нас разворачивается Нептун, который все-таки будет у нас делать классный трин на ваше натальное Солнце, дорогие раки, третьей декады. И здесь, конечно же, да, ситуации будут сложноватые. Кому-то захочется впасть в депрессивное состояние, у кого-то наоборот откроется там творческий канал, вдохновение. Все то, что раньше не могли сделать, было сложно, появится много воодушевления, потому что Нептун отвечает за это. Раки второй декады, здесь, конечно же, Сатурн будет вас всячески подталкивать. Откроется такое продуктивное начало, сила, мощь, движение. Захочется прям четко делать по плану, причем этот план даже не будет вас настолько напрягать, как раньше. Здесь, конечно же, история такая не супер простая, но все-таки Сатурн будет давать возможности, будет получаться легче, чем если бы этот Сатурн шел на напряженных аспектах. Поэтому здесь, дорогие раки, я скажу так, что начало июля у вас, конечно же, в энергии такой сильной, мощной, можно сказать напряженной, но при этом это напряжение, если вы будете работать и реализовываться, оно будет идти у вас в плюс. И здесь, конечно же, история того, что я бы не упускала эти возможности, я бы их максимально направила на свою жизнь, максимально бы в реализацию, в карьеру, в деньгозарабатывание, потому что Сатурн все-таки отвечает за работу, финансы и социальный статус, когда мы не просто пашем ради эфемерных каких-то бонусов, когда мы получаем повышение социального статуса, когда мы продвигаемся по карьерной лестнице вверх. И это такая, знаете, история, которая будет у вас еще работать все это лето, да, поэтому делайте то, что вы не сделали ранее, продолжайте дело своей жизни, либо смотрите как-то по-новому. Здесь история, конечно же, захочется как-то по-новому, особенно у раков третьей декады. Здесь и Уран будет запускать, я бы так сказала, давать возможность, да, на хороших, классных аспектах идти вперед, запускать что-то новое, экстраординарное, то, что раньше не делали. Поэтому здесь, конечно, дорогие мои, внедряйте, запускайте, делайте, все будет хорошо. Конечно же, если получится разобраться в каких-то внутренних своих вопросах, переживаниях, потому что у нас с вами 6 июля у нас новолуние, естественно, в Раке. И здесь история того, что Солнце, Луна, соединение с Венерой, все это добро находится в Раке. И буквально я так это скажу, что со следующего дня, с 7 июля, у нас уже запускается такой, я бы сказала, оппозиция Плутона к этому стелиуму. Здесь, ребят, необходимо понимать, что возникнут внутренние сложности, переживания. Нам захочется по-другому посмотреть не просто на себя, на свою жизнь, на свое вот такое внутреннее состояние, и что-то захочется изменить. Захочется изменить партнера, захочется изменить обстоятельства, но при этом захочется очень классно работать, продвинуться, да, подвинуть свой социальный статус. Но здесь вот такие начнутся качели: личная жизнь или реализация. И здесь, конечно же, вы сможете усидеть на обоих стульях. Здесь главное включить мудрость, взаимопонимание и отключить, я бы так сказала, эго, гордыню, да, особенно вот у раков второй
декады. Здесь захочется вот прям показать максимально свое я, показать максимально, что я вот так не хочу, потому что я так решила. И здесь, ребят, подключайте мудрость. Так будет проще, так будет приятнее и интереснее, и так вы получите все-таки больше плюшек. Запускайте немножко другие механизмы, которые раньше не сработали, да? Запускайте по-новому, запускайте, возможно, с новыми людьми, запускайте в коллективах, запускайте с людьми, которые все-таки имеют какую-то компетентность здесь, да, для того, чтобы в работе продвинуться. И что хочу сказать, здесь захочется залениться, здесь захочется расслабиться, уехать в отпуск. Конечно, если у вас спланирован отпуск, не надо, ребят, слушать мой гороскоп и говорить: так, Женя, все, отменяю отпуск, потому что надо делать вот так. Ребят, ну вы же прекрасно понимаете, вы взрослые люди, если это у вас есть в планах, делайте. Да, если у вас появляются там какие-то новые обстоятельства, подводные камни, решаем все на месте, но отдыхать все-таки необходимо. Если у вас запланирован отпуск на первую неделю июля, это прекрасно. На развороте Нептуна хорошо отдыхать, хорошо подпитываться энергией, морем, солнцем, то есть расслабить состояние свое напряженное, да, потому что, скажем, последние несколько лет-то у нас были вообще непростые, и еще ближайшие несколько лет тоже простыми не будут. Поэтому здесь, конечно же, нужно тоже отдыхать, нужно понимать, что эмоциональное состояние, оно должно быть, в принципе, расслабленным, для того, чтобы и дома погода была хорошая, для того, чтобы карьера, работа строилась, да, поэтому, потому что когда дома плохая погода, то и работа особенно-то и не идет, да, тем более с учетом того, что с 7 июля у нас начинается реально депрессивно напряженный аспект, это Венера-Плутон, и здесь, конечно же, возможны, и они, скорее всего, будут истории, связанные с выяснением любовных отношений. Это всегда идет через деньги. Венера-Плутон всегда связана с деньгами. Венера-Плутон всегда связана с эмоциями, с нашими переживаниями, с нашими страхами. И что вот интересно, что до 11 июля этот момент будет такой более расслабленный, более, я бы так сказала, мы будем искать, где мы где-то не дорабатываем, где мы не постарались, у нас не получилось. А вот с 12 июля уже захочется прям ругаться активно, потому что Венера переходит в знак Льва, и здесь захочется прям активно на публику, на сцену вынести эти отношения. Ребят, не делайте так. Лучше вдвоем выясните отношения. Конечно же, захочется максимально жестко разойтись в конфронтации. Не надо так делать. Не надо. Здесь еще и Меркурий просто тоже во Льве. Это всегда оратор, это всегда тот персонаж, который не тихо, мирно решает вопросы. Да? Поэтому здесь, чем, конечно же, вы захотите красиво, даже если вы решите выйти из отношений, если вы расстанетесь красиво, это будет лучше, чем если вы расстанетесь на скандале. Хотя скажу так, что здесь история того, что на скандалах, ребята, мудрость подключаем, и все будет хорошо. Идем дальше. У нас в этот момент вместе с Венерой и Плутоном у нас с 7 по 18 июля на небе соединяется тоже аспект Уран с Марсом. Это хороший аспект, который вам, дорогие раки, будет как раз-таки помогать работать, особенно ракам третьей декады. Здесь, конечно же, история продуктивной работы, запуска новых проектов, работы с друзьями, все, что связано с IT, все, что связано с передвижениями, с поездками, тоже хорошо. Командировки тоже сложатся хорошо. Здесь главное, еще раз говорю, не пылить деньгами, потому что захочется пылить. На аспекте Венера-Плутон, особенно когда Венера переходит в знак Льва с 12 июля, вообще захочется тратить очень много, распылить сразу все деньги, потому что если особенно будет большой приход денег, захочется их сразу все потратить. И здесь, конечно же, понимаете, что это история, которая аукнется в августе. Здесь нужно быть очень аккуратными и понимать, во что вы вкладываете деньги. Было бы классно, если бы вы вложили в те проекты, которые вы знаете, что у вас 100% окупятся. Да, которые 100% потом принесут прибыль. Так это будет разумнее. В целом же, конечно же, история, которая будет у нас
от новолуния до июльского полнолуния. Июльское полнолуние у нас будет 21 июля. И оно у нас будет тоже в Козероге, как и июньское, но сейчас оно будет еще в соединении с Плутоном. Здесь, конечно же, все, что мы сделали за этот период времени, все, что внедрили в работе, а в работе, дорогие раки, еще раз говорю, работать, трудиться, внедрять как можно больше, потому что даже и Нептун, и даже Сатурн здесь говорят вам, дорогие раки, делайте. Да, будут внутренние переживания, стычки в любовных отношениях, подключайте мудрость, подключайте понимание, любовь, умение договориться, подключайте свою внутреннюю страсть, потому что в любви, я считаю, все средства хороши. Можно, как говорится, со своей второй половинкой разобраться как и на кухне, так можно и поговорить очень страстными отношениями, да? Пригласить друг друга на свидание, укрепить свой союз, провести это время хорошо, потому что для вас, дорогие раки, это очень классный момент для того, чтобы продвинуться в своем социальном статусе и реализации. И это, между прочим, история в июле будет получаться гораздо проще, чем в августе. Август славится своими напряженными, очень напряженными аспектами в этом году. Но на июль, конечно же, у меня большие ставки, лично у меня, да, по поводу вообще, в принципе, всех знаков зодиака. Я считаю, что многие справятся, несмотря на то, что есть внутренние сложности, но при этом есть очень много возможностей, сделав которые мы потом скажем сами себе спасибо, что мы реализовали все то, что нам хотелось. Поэтому да, 21 июля будет день осознания, когда мы поймем, что в это полнолуние, постарались мы в июле или нет. То есть это тот момент, когда мы сделали или не сделали, когда мы продвинулись в реализации, в закреплении своего социального статуса или нет. Потому что все-таки 21 июля это уже середина месяца, и там уже лето пойдет на убывание, и придут такие более, я бы так сказала, глубокие осознания того, что так, самая интересная пора заканчивается, приходит, уже наступает на пятки осень, да, но всегда конец июля дает такие моменты. При этом последней неделе июля у нас будет на аспекте Меркурий-Уран, когда все-таки захочется в последний момент запустить все свои возможности, захочется подключить все свои креативные идеи в нечто новое, в работу, для того, чтобы кому-то захочется еще отдохнуть, кто не отдыхал, кому-то захочется освободиться от всех оков и сложностей, которые были в течение вообще этого года, зимы, весны, потому что у кого-то, скажу так, весна была не полна возможностей, у кого-то весна была сложная. Здесь нужно понимать, да, ребят, я рассказываю общий гороскоп, у нас, конечно же, у каждого есть свои транзитные карты, которые как время и часики тикают совершенно в разных часовых поясах, и мы прекрасно это все понимаем, что у кого-то накладываются еще другие, более сложные личные транзиты, которых я здесь не вижу, а увижу только когда вы мне напишите свою дату, время, место рождения, и я вам скажу, что еще движется в вашей жизни, что на вас влияет еще более того, что я рассказываю в этом гороскопе. Итак, едем дальше. Финальная неделя июля. Она, конечно же, будет на аспекте Меркурий-Уран. Будьте внимательны, будьте осторожны, аккуратны. Внимание на дорогах, внимание в общении, потому что Меркурий-Уран – это, я бы так сказала, аспект знаний. Хорошо учиться, обучаться, сдавать экзамены на этих аспектах, осваивать новую информацию. Но у нас, скажу, что до 25 июля Меркурий будет в знаке Льва, и это оратор, и потом до конца месяца он уже будет Меркурий в Деве. Здесь история, конечно же, про то, что больше захочется усидчивости, мы станем более внимательными. Главное, за эти несколько дней не словить каких-то своих же ошибок, которые натворили в июле на этом аспекте. Поэтому, да, дорогие мои раки, скажу так, что в целом июль для вас будет полон возможностей. Конечно, есть внутренние моменты, которые будут отягощать внимание, заставлять заниматься теми неприятными вопросами в личной жизни, в семейной сфере в том числе, да. Но
Июль – это месяц, когда можно много чего внедрить в свою жизнь, много реализоваться. Аспекты будут хоть и напряженные, но если отключить свою гордыню, да, то получится очень хорошо разрулить и кармические задачи. Вот тот путь, который вы идете по жизни, устаканить. Потому что июль все-таки это пора ваших дней рождения. Здесь, когда мы задумываемся о будущем, у нас получается внедрить и реализовать все то, что мы хотим. То есть, когда у нас фокус на том, что мы на самом-то деле хотим, эти осознания к нам всегда приходят в районе дня рождения. Поэтому пользуйтесь своими же мыслями и осознаниями, реагируйте по обстоятельствам и не впадайте в депрессию, потому что все-таки вот эта вот история, которая у нас заставляет нас идти в свое предназначение, такие в будущее, в моменты, которые связаны с чем-то, чего у нас нет сейчас, да. Вот если мы по шажочку идем, если мы по чуть-чуть решаем свои задачи, мы потихоньку продвигаемся, а июль как раз будет продвигать вас в ваше будущее очень быстро, очень продуктивно и очень хорошо. И даже разворот таких сложных планет, как Сатурн и Нептун, потому что когда разворачивается всегда управитель, нам всегда сложно. А у вас управитель непростой. Это Нептун, я бы сказала, самая сложная планета, да? Но при этом разворот двух этих планет будут влиять на вас благотворно, продуктивно и четко. И здесь история, конечно же, про то, что нужно все эти возможности брать в свои руки и делать. Когда захочется, конечно, залениться, захочется. Но здесь, ребята, каждый сам делает свой выбор ежедневно. Лениться ему или что-то делать. Дорогие мои любимые раки, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного и активного месяца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Либо же жду на консультации, если вам нужно решать свои вопросы четко, продуктивно и быстро. Ребят, по классике в конце актуальные ролики, если вы их не посмотрели, посмотрите, примите верное решение. Я всегда на связи, отвечаю в ваших комментариях. Да, не молниеносно, потому что с каждым новым видео комментариев все больше и больше. Это затрачивает много моего времени. Ребят, спасибо, что досмотрели до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.